Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні приготую пісочні кільця з арахісом. Це хрустке і ніжне печиво, багатьом знайоме з дитинства. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. Это продукты для теста, а это для украшения. Желток для смазывания и орехи. Можете взять любые, но обычно посыпали арахисом. Его предварительно надо немного просушить в духовке, только так, чтобы можно было очистить. Орехи должны оставаться светлыми. Если вот такие вот желтые, полностью подсушены в духовке, такие орехи добавляются в крем, в тесто, посыпаются ими уже готовые изделия. Но еще при одной выпечке на кольцах они просто подгорят и испортят их вкус. Поэтому подсушивайте слегка. Заметна разница, должны оставаться вот такими вот светлыми. В качестве разрыхлителя по ГОСТу идет сода. Я ее уже взвесила, всего полграмма. Потом покажу, сколько это в чайной ложке. И аммоний надо взять столько же, сколько и соды. Показываю упаковку, кто его не видел в продаже. Сейчас его купить не проблема. Открою и взвешу уже перед использованием, чтобы он не тянул в себя влагу. Вообще его надо правильно хранить. Я потом покажу. Обязательно соль, ванильный сахар. Также можете взять обычный сахар, только мелкий. Но я беру сахарную пудру. С ней тесто готовится быстрее, взбивается быстрее. Ну и все. Да, сахарная пудра и мука должны быть обязательно просеяны. К маслу добавляю соль, ванильный сахар. И на невысокой скорости, это 3 из 5 возможных, взбиваю до однородности. Вот теперь увеличиваю до 4 и продолжаю взбивать до посветления и легкой пышности масла. По надобности зачищайте миску, так масло будет взбиваться быстрее. Пока вот так вот и достаточно. Добавляю сюда сахарную пудру. Напомню, она у меня уже просеяна. Перемешиваю и также начинаю взбивать на невысокой скорости, пока продукты соединятся, чтобы пудра не поднималась в воздух. А потом ее увеличу до 4. Чем пышнее будет эта масса, тем нежнее будет тесто и, соответственно, вкуснее коржики. Снова зачищаю миску. Вот эта масса уже настолько пышная, что под лопаткой даже бухтит. Можно добавлять яйцо, но к нему предварительно надо добавить соду и аммоний. Я обещала показать, сколько это в чайной ложке. И столько же взвешу аммония, полграмма. Храните его в хорошо закрытой таре. Я из пакета выдавила весь воздух, закрутила и закрыла вот таким зажимом. Аммоний обязательно надо добавлять в жидкие продукты. Соду тоже предварительно не гасите. В яйце есть своя кислота, тем более соды немного, она обязательно погасится в тесте. Все это хорошо перемешиваю. Если нет аммония, то исключайте его вместе с содой и просто добавляйте разрыхлитель. Около 3 грамм, это пол чайной ложки с горкой. Но соединяйте его, как это мы всегда делаем, с мукой. Яйцо делю на 2 порции и каждую взбиваю до полного соединения с этой массой. Если готовите тесто на сахаре, то вот сейчас добивайтесь его полного растворения. Тесто тогда будет намного легче, пышнее. Выливаю последнее и продолжаю взбивать еще около минуты. Посмотрите, какая пышная и однородная получается масса. Добавляю муку. По рецепту ее надо взять 430 грамм, но я 30 отобрала для вымешивания на столе. Здесь осталось 400, и то высыпаю не все, немного оставлю. Мука всегда разная, и разное ее количество может войти в тесто. Аккуратно вымешиваю. Сразу собираю муку по стеночкам, вмешиваю в тесто. Старайтесь как можно меньше замешивать его руками. Не согревайте, чтобы масло не таяло. Пока справляется лопатка, замешивайте лопаткой. Потом начинаю тесто придавливать, так оно вымешивается быстрее. Когда на донышке уже не остается мука, но видно, что тесто мягкое, маслянистое, легко вот так вот размазывается, высыпаю остальную. В миске вымешиваю до тех пор, пока эта мука войдет в тесто, а домешивать буду на столе. Зачищайте лопатку время от времени, чтобы тесто не налипало.
Ну, вот так вот и достаточно. Собралось в комочек, видно, что оно уже не такое маслянистое. Подпыляю стол. Это вся та, которую я отбирала, 30 грамм. На нее выкладываю тесто и начинаю вымешивать. Подпыляю немного сверху. Тесто очень мягкое. Пока обваливаю муки, складываю, немного прижимаю. Не давите сильно и не вымешивайте долго, не развивайте в нем клейковину, иначе тесто получится затянутым, а выпечка из него твердой, не песочной. У меня вошла вся мука. Подкатываю в шар. Тесто однородное, мягкое. Зачищаю коврик от оставшейся муки, кусочков теста и буду его раскатывать. Чистой мукой снова подпыляю коврик. Тесто сверху тоже. И раскатываю пласт толщиной 6, максимум 8 мм. Измеряйте линейкой, чтобы не раскатали тонко. И проверяйте, чтобы тесто не прихватывалось к коврику. Вот пока еще небольшой пласт. Можно и не проверять, это и так заметно. Оно плохо раскатывается, видно, где оно цепляется. Поэтому подпылите его немного мукой. Аккуратно накрутите на скалку и подпылите коврик. Выравниваю, довожу до нужной толщины и вырезаю. Вырубка у меня диаметром 8 см, а для серединки 2,5. Выдавливаю поближе друг к другу, чтобы поменьше оставалось обрезков, поменьше было перекатки. Тесто мягкое, нежное, поэтому поддевайте его ножом или скребком. И не старайтесь для удобства его замесить плотнее, потому что из этих обрезков оно получится еще тверже, так как при раскатке сюда и так попадает лишняя мука. Серединки пока не вырезаю. Вот такими вот кругляшками переношу на досточку, покрыла ее пергаментной бумагой. Так намного легче. Тесто не деформируется, остается таким же круглым. И вот теперь на досточке вырезаю серединки. В таком виде поставлю в холодильник примерно на час. Проверяйте, чтобы тесто затвердело. Все обрезки и серединки вымешиваю в однородный кусочек без добавления муки. И снова также раскатаю, вырежу кольца и снова поставлю в холодильник. Прошел час, как я кольца поставила в холодильник. Они уже достаточно застыли. Ножом порубила арахис до крупной и средней крошки. Развела желток. Добавила к нему 2 чайные ложки воды, хорошо перемешала и подготовила листик. Выпекать буду на силиконовом перфорированном коврике, такая сеточка. Я его в последнее время часто вам показываю. Холодные кольца смазываю желтком. Желточка не жалейте, смазывайте хорошо, тогда больше налипнет орехов. Его для этой порции как раз достаточно. И здесь уже учитывайте свои способности. Если смазываете долго, то на холодном тесте желток быстро подсыхает. Поэтому смазывайте по 2, по 3 штучки, окунайте в орехи, придавливайте и переносите на листик. Только делайте это побыстрее. На свежий желток орехи лучше прилипают. Можно было сделать и по-другому. Вырезать кольца, смазать и засыпать орехами. Но так вы их хорошо придавите. Орешков приклеится побольше, и они меньше будут осыпаться. Пока я эти оформляю, остальные стоят в холодильнике. Разложила на вот таком вот расстоянии. Они при выпечке будут увеличиваться. Колечки испеклись, выпекались они 13 минут при температуре 200 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Колеровка должна быть светлая, и видно, что орешки еще подпекаются, но не горят. Перекладываю их на решетку. Они минут 5 полежали на листике, немного застыли, потому что сразу после выпечки они мягкие. Листик быстро остынет, и начну оформлять следующие. Духовку я не выключала. Посмотрите, какие красивые. Пока вторые пекутся, я вам покажу, какие колечки на разломе. Хрупкие, песочные, нежно-хрустящие. Не запекайте их долго, не высушивайте. Орехи не подгорают, только подсушились, подпеклись до нужного вкуса. Вот такое донышко, ровное, без вздутий, равномерно пропеклось.
И покажу вам колечко на разломе из второго теста, из перекатки. Такое же нежное, хрупкое, не забито мукой. Но раскатала я тесто немного толще, поэтому получается они помягче. Учитывайте свой вкус, допускается раскатка теста от 6 до 8 мм. Поэтому делайте такие, какие вам больше нравятся, более хрустящие или помягче. Колечки получаются не приторно-сладкие, я бы даже сказала умеренно. Поэтому, если вы любите более сладкую выпечку, сверху можете украсить сахарной пудрой. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такой вкусной домашней випічкою і приятного вам чаєпітія. Якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.